Здравствуйте! Сейчас мы вам покажем, как делаем мы тремпели для планктона. Путем экспериментов мы пришли вот к простейшей вот такой конструкции. Это самая простейшая. Вот я начал только делать один изгиб 14 сантиметров. Ну, в сторону где-то 7-8 лучше делать. 14, и здесь, естественно, 10 остается под тремпель, под планктон. Одевается просто. Вот 2 крючка. Прямо раз. И все, один готов. Когда одевается планктон, потом из канистры вырезано кусочек, чтобы планктон лучше держался. И вот в таком собранном состоянии он забрасывается. Нижний крючок можно не крепить, потому что планктон, он не дает ему зацепиться. Но на всякий случай можно тестом прилепить прям к планктону. А можно вот сюда кусочек втулки от туалетной бумаги Зева. Прям крючочек втыкаешь, и он висит. Забрасываешь, все быстро растворяется, крючок падает. А что говорят кукурузные палочки, кузя, то или ее надо перед планктоном, потому что от удара об воду она сразу разлетается. И бывало, что крючок тоже зацепляется не туда, куда надо. Вот немножко другая система. Такой же тремпель, но этот просто так сделан. Тут плечо короткое, надо бы подлинней. Здесь нижний поводок на заводном кольце свободно. Единственное неудобство, что можно забыть его одеть. Вот снимаешь, туго здесь. Одел планктон, потом одеваешь на кольцо поводок, фиксируешь. Все, не разработано. И также оно, вот эта система вся вот так висит. Еще у нас был вот такой типа тремпель. Но этот что-то не особо понравился. С 3 крючками. Хотя один мужичок, но такой очень хорошо ловил при нас на водоеме. Наш лучший вот этот. Простейшая система. Поводок с трубочкой, с усадочной. Одеваешь трубочку сюда, и вот она висит. Для надежности можно на конце немножко плетеночкой обмотать на клей. Потом надвигаешь трубочку. Ну, чтоб кто боится пережечь поводок, у нас плетенки. Можно в кипяточек опустить, и все. Вот типа собранная система. Можно здесь на конце, это просто у нас остаток спицы был, здесь сделать просто колечко. Иногда я запаивал, иногда так оставлял. Но вот еще момент, вот на эту часть, вот я ее обмотал просто плетеночкой и простым супер моментом. Можно ничего не делать. Потом вешаем грузильца из листового свинца. Вот так вот раз. Ну и пассатижами обворачиваем. Все. Привязываем. Это тянет вниз. Глубину выставляем уже стопорным кольцом. Сейчас покажу снасть в сборе. Нашу рабочую. Вот наша снасть в сборе. Вот стопор. Дальше идет груз
при забросе он падает и служит якорем. И также при забросе поплавок спокойно доходит до стопора и определяет глубину. А это вот в таком положении висит. На крючки желательно одеть, ну вот в данном случае, шарики пенопластовые. Они крючок не поднимают, но для лучшего всасывания. И вот при забросе ничего не мешает. Ну, крючки мы прилепляем. Иногда на зеву, как я говорил. А иногда тесто просто, немножко капельку мы вот сюда сбоку планктона прилепил, и все, и оно висит. А палочки пробовали, но не понравилось, кукурузные. Ну все. Теперь сейчас покажем, как изготовить вот такие грузила. Простейший способ. Вот форма для таких грузил. Колечко из простой трубы отпиленная. Немножко выемку сделали по размеру. И маленькая трубочка. Вот. И маленькая трубочка. Здесь простой саморез. По центру намечена дырочка. Вставляется. Прикручивается. Равняется более-менее ровно по краям. И все. Горелкой нагреваем в банке свинец и заливаем. И получается вот такое кольцо, которое проходит через любые застежки, через все. Да, снасть у нас крепится к основной леске. Тут вертлюжок, на основной леске на спиннинге застежка. Все. Был момент, не могли выехать из деревни, нужны были поплавки. Вот простейший. Бутылочка, проволока медная, тут она в хвостик сделан. И строительная пена. И очень даже хороший поплавок. А сколько надо ему бутылочка эта? Ну, не знаю, маленькая. Чекушечка какая-то. Да нет, тут грамм. Спиннинг у нас мощные 4,5 метра, тест 300 грамм. Китайские, цена 2000 за 3 штуки. В Москве на птичьем рынке. Мы полгода в деревне, зимуем дома в Москве. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.